Привет, друзья! Мерьем Узерли– популярная турецко-немецкая актриса, которая получила мировую славу после выхода на экраны сериала «Великолепный век». Именно она, малоизвестная актриса, сыграла реально существовавший исторический персонаж Хасеки Хюррем Султан и сразу взлетела на вершину славы. У нее приличный послужной список работ в кино, но превзойти славу «Великолепного века» не удалось ни одной картине ни до, ни после этого сериала. Кажется, что такой красавице все удается, она идет по жизни смеясь, однако судьба ее сложилась непросто. Вокруг актрисы витают разнообразные слухи, кажется, среди поклонников сериала нет равнодушных к личной жизни актрисы. В этом Мерьем очень похожа на свою героиню Роксолану. Девушка оказалась в центре пересудов, едва попав в чужую для себя страну – Турцию. Мы постараемся представить самые любопытные факты об актрисе, сыгравшей роль Роксоланы или Хюррем Султан. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. А мы расскажем, почему Мерьем Узерли внезапно прекратила съемки в сериале «Великолепный век» и сколько она успела заработать. Мерьем родилась 12 августа 1983 года в столице Германии – Берлине. Ее мать Урсула – немка, а отец Хусейн – турок, родом из Стамбула. В семье воспитывалось 4 детей, и Мерьем самая младшая из них. Родители Узерли смогли создать теплую, доверительную атмосферу в семье, но Мерьем росла застенчивым, замкнутым, живущим в своем собственном мире ребенком. Маленькая Мерьем хотела стать полицейским, врачом и актрисой. «Я подумала, что если буду играть в театре и кино, то смогу попробовать все это сразу», рассказала Мерьем в интервью немецкому каналу. Мама и папа поддержали девочку в желании пойти учиться в школу искусств в Берлине для талантливых детей. В 1999 году, когда ей было всего 16, она переехала в Гамбург и поступила в колледж Schauspielstudio Frese, где стала самой молодой студенткой курса актерского мастерства. После получения диплома Мерьем играла в театральных постановках в Гамбурге и Берлине, снялась в нескольких немецких сериалах и фильмах на телевидении, а также в рекламных роликах. Узнав, что в Стамбуле начался кастинг в сериал «Великолепный век», Мерьем, не раздумывая, отправилась на пробы. Из 200 тысяч претенденток создатели шоу выбрали именно ее, несмотря на плохое знание языка и совсем небольшой актерский опыт. Решив попробоваться на роль Хюррем, я больше всего переживала за свой турецкий. Он у меня отвратительный, поэтому думала, что моей мечте сыграть эту потрясающую женщину не суждено было сбыться, рассказала Мерьем Узерли. Когда я получила сценарий, я даже не поняла полностью текст, мне пришлось нанять переводчиков. Но теперь, конечно, я уже сама говорю и читаю по-турецки. Ради роли Хюррем актрисе пришлось набрать несколько килограммов. По сценарию у Роксоланы достаточно пышные, сексуальные формы, которыми Мерьем поначалу не могла похвастаться. Некоторые друзья и поклонники сочли, что ей идет такая женственная округлость фигуры, другие говорили, что ей непременно нужно похудеть. Так или иначе, сама Мерьем призналась, что от привычки лакомиться пирожными ей отказаться весьма трудно. Съемки сериала «Великолепный век» длились на протяжении 2 лет. Всего было снято 99 серий сериала с Мерьем. В 2013 году она неожиданно покинула съемочную площадку и первым же рейсом, отключив телефон, вылетела домой в Берлин. Все были в шоке – и партнеры по проекту, и родные, и друзья. Режиссер был вынужден искать ей замену, и потом Роксолану стала играть актриса Вахиде Перчин. Существует несколько версий, объясняющих такой резкий уход Мерьем из «Великолепного века», в том числе из-за беременности, сильной депрессии и синдрома выгорания. «Моя работа – личная жизнь. Я не могла справляться со всем, что на меня навалилось», – объяснила Мерьем. Как только актриса приехала в Турцию, она сразу начала много работать и не смогла создать для себя в Стамбуле уютную домашнюю атмосферу. Сколько бы Узерли ни говорила, что она турчанка, на самом деле это неизвестная ей культура и язык. И сколько бы людей не было рядом с актрисой, она всегда была очень одинока. «От всех переживаний у меня началась бессонница, которая убивает психику человека», – поясняла Мерьем. «К тому же я настоящая перфекционистка, но я должна была работать до утра над тем, над чем турецкие актрисы работали полчаса. При этом моя героиня в сериале Хюррем очень сложный персонаж и очень далекий от меня. В последние месяцы я просто не смогла найти в себе силы дать жизнь Хюррем, выйти на съемочную площадку и играть ее роль. И это в конце концов сломало меня, потому что я была абсолютно пустой внутри». У Мерьем была и другая причина покинуть съемочную площадку сериала «Великолепный век». В конце 2012 года, во время пребывания Мерьем в Турции, она встретила любовь всей жизни – бизнесмена Джана Атеша. Однако страстный роман Мерьем и Джана продлился меньше года и закончился на очень печальной для девушки ноте.
Через некоторое время после начала наших отношений я оказалась лицом к лицу с депрессивным человеком, у которого было много разнообразных проблем и тараканов в голове, откровенно рассказала Узерли. Актриса взвалила на себя груз его проблем, помогала ему во всем и стала очень слаба. Джану было неважно, назначена ли у нее на завтра съемка в сериале или в рекламе. Он заботился только о себе, а Мерьем жила его жизнью. И вот однажды влюбленные сильно поссорились на вечеринке в Бодруме. Джан уехал и оставил ее одну. У актрисы не было денег, она никого не знала, не понимала, как вызвать такси. Потом, когда она вошла в свою комнату в отеле, то поняла, что хочет убить себя. Но рядом с девушкой была подруга из Германии, и они вместе решили, что Узерли должна уехать, чтобы спасти себя от этого хаоса. Еще одно очень важное обстоятельство сделало и без того непростые отношения Мерьем Узерли и Джана Атеша еще сложнее – незапланированная беременность. «Я не хотела малыша», – призналась Мерьем. «Я должна была сыграть Хюррем в следующем сезоне, и беременность не входила в мои планы, и, конечно, планы Джана. Он первым заподозрил, что я жду ребенка, навестив меня на съемках и спросив, почему я так резко опухла. Джан посоветовал сделать тест на беременность. Я не поверила своим глазам, когда увидела на нем 2 полоски. Возлюбленный Мерьем внезапно воспротивился пополнению в их семье. На тот момент они уже проживали вместе. У меня уже есть 2 ребенка от предыдущего брака, и еще одного я не хочу, не могу его принять. Ты должна сделать аборт», – поделилась Мерьем. Через несколько дней пара вместе пришла к психологу, и там актриса сказала, что не сможет прервать беременность. А Джан начал давить на девушку, потом обвинять в неискренности с самого начала отношений, и Узерли не выдержала. Они расстались навсегда. Именно в тот момент Мерьем бросила все и вернулась к родителям в Германию. Они приняли и поддержали девушку. Беременность протекала сложно. Несколько первых месяцев Мерьем провела в реабилитационной клинике, где восстанавливалась психологически после перенесенного стресса. Тем не менее, 10 февраля 2014 года Узерли благополучно родила дочь, которую назвала Ларой. Кстати, горе-отец напоследок прислал Мерьем электронное письмо, в котором заявил, что не уважает этого ребенка и никогда его не признает. Девушке было безумно больно сначала, она постоянно плакала, но потом взяла себя в руки. «Моя малышка и я продолжаем этот путь одни, мне ничего не нужно от Джана, ни его присутствия в жизни моей семьи, ни тем более денег». 9 января 2021 года Мерьем Узерли стала мамой во 2-й раз. Она родила дочь, которую назвали Лили Кой. Имя отца ребенка Мерьем тщательно скрывает. Известно лишь, что мужчина американец, и что ради возлюбленной он приехал из США в Германию. Мерьем не только строит актерскую карьеру, она начала заниматься созданием собственного бизнеса. В 2015-м вышла именная косметологическая продукция, получившая название Мерьем Cosmetics. За роль гениальной Роксоланы Мерьем Узерли получила гонорар в $4 200 000. Кроме того, руководство студии регулярно выплачивало Мерьем Узерли бонусы в размере $15 000 за серию. Бонусы звезда начала получать, как только от критиков поступил первый хвалебный отзыв. Благодаря блестящей игре рейтинг сериала «Великолепный век» взлетел до небес. Также актриса стала лицом бренда Elidor, производящего косметику. На рекламе Мерьем Узерли заработала чуть более $600 000. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!